В этом фильме речь пойдет о английской набережной в городе Ницца, южный берег Франции. Уже в конце XVIII века богатые англичане присмотрели Ниццу как курортное место. Мягкий климат, лазурное море, буйная зелень – все это привлекало англичан. Так уж случилось, что зима 1820 года выдалась очень холодной, и большое количество нищих с севера направились на юг. Льюис Уэйт и его семья создали благотворительные приюты для бедных, но считали, что просто покормить людей – это не решение проблемы, надо дать им заработать деньги, и было принято решение построить вдоль берега дорогу шириной 2 метра. Эта дорога тогда называлась «Путь англичан». Позже ее переименовали в английскую набережную или английскую променаду, и эта дорога много раз меняла свой облик. На сегодняшний день протяженность набережной составляет 7 километров. Местные жители воспринимают английскую набережную как место для прогулок. Жизнь на набережной даже в будничные дни приостанавливается около 3 часов ночи, а в 5 утра снова начинается. Моют улицы, проходит катер, который моет пляж, начинают свое движение велосипедисты, бегуны. Здесь гуляют семьи с детьми, с собаками, влюбленные пары, а вечером невероятное количество людей собирается здесь, чтобы наблюдать за прекрасным заходом солнца, когда оно отражается в лазурной воде залива Ангелов. Самая модная и известная набережная Европы сияет роскошью дорогих отелей, умопомрачительных вилл, шикарных ресторанов, утопает в зелени пальм и умиротворенном спокойствии курортной жизни. Вот некоторые из известнейших зданий английской набережной в Ницце. Спа-отель Вестминстер. Вот уже почти 150 лет гордо возвышается над набережной. А в начале 20 века на набережной появляется отель Негреско и тут же превращается в один из самых фешенебельных отелей этой набережной. В этом отеле останавливались Коко Шанель, Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих и многие другие известные люди. На сегодняшний день этот отель включен в список архитектурных объектов исторического значения Франции. Еще одной очень важной достопримечательностью и неким символом набережной являются синие стулья. История началась в 1950 году, когда городские власти заказали 800 стульев для английской набережной. Первые стулья были сделаны из дерева, и за то, чтобы посидеть на них и полюбоваться закатом, надо было тогда заплатить. Через 20 лет был сделан новый заказ, и теперь уже на дизайнерскую модель этих стульев, и дизайнеры создали настолько красивые стулья, что их попросту стали воровать. На долгий промежуток времени стулья убрали с набережной и только в 2004 году вернули, но уже в металлическом варианте, и эти стулья сварены между собой по 10 штук, чтобы не воровали. Кстати, сидеть на этих стульях теперь можно совершенно бесплатно.